Доброго времени суток. Сегодня я решил дать две партии микроматча Сергея Садовского с Андреем Валюком. Сергей Садовский здесь первыми играет, а Андрей Валюк черными. То есть у меня тут пару интересных мыслей было по ходу партии. И я постараюсь вам показать, какие у меня были мысли. Ну вот здесь вот dc5, а вот мне кажется интереснее был ход HGT, хотя вот есть такой ход, конечно, но вот именно на такие ходы здесь вот в этой позиции есть ход dc5 с последующим разменом и так далее. Ну вот давайте посмотрим HGT, GH4, и вот здесь вот как раз интересный момент. Ну, если EF2 ходить, то есть вот здесь вот как раз вот этот ход. И здесь проблема с развитием вот этой вот группировки. Но основное, что я вам хочу вот донести, ход интересно, смотрите, dc5. Кажется, позиция совсем разбивается. Но вот здесь ход АБ6, то есть подхватить позицию белых. Получается на CD4, понятно, удар. А вот на АБ2 очень интересная позиция возникла бы после FG7. Видите, не дает разменов. И вот такая вот игровая позиция была бы. На D3, вот я думаю, здесь CD6 пойти. То есть опять нападать нельзя, потому что будет бой с ударом. Ну и вот такая очень интересная позиция могла возникнуть. Вот это одна у меня мысль. И давайте дальше посмотрим, что было в партии. Ну вот здесь вот тоже, смотрите, интересная мысль какая. АБ2, ну вроде бы GF4 надо ставить. CD2 и вот здесь вот хода нету, АБ6. Вроде бы полезный ход, но вот АБ6 нету как раз из-за вот этого удара. Видите, следующая мысль. Потом FE5 и вот EF2, то есть я хочу поменяться. И вот если АБ6, опять оригинальная идея, я думаю, она быстренькая, но такая, я думаю, что интересная. Так и нападать, понятно, FE3. Ну и другой бой тоже там, конечно. Если сюда, то получается вот эта вот идея. Такие вот мысли по партии. Так, но я, наверное, здесь еще не показал. Да, EF6, ну, если вот основная, вот это будет играться позиция, то, наверное, здесь вот как раз то HG3, и позиция должна удерживаться за белых. Вот именно вот этот HG3 ход достаточно сильный. Здесь надо ждать от черных хода. И вот как раз тот момент, что я считаю, что какой бы ход они ни делали, то есть они ухудшают свою позицию. Почему? Потому что позиция, конечно, видите, красивая достаточно, то есть занят полностью центр, но вот ход HG3 как раз и приводит к нормальной позиции, я считаю, за белых. Так, давайте посмотрим, что было в партии. Ну и вот интересно здесь, конечно, ну вот надо было, я думаю, что АБ2 ходить, БА5 и вот эту вот позицию играть. ЖФ2, интересная достаточно позиция возникла бы. То есть она должна за черных получше быть, но, честно говоря, вот такого конкретного плана, чтобы получить решающее преимущество, я не вижу. Почему получше? Потому что вот эта вот связка, ну я чисто визуально оцениваю позицию, то есть надо как-то развернуться белым. Но вот это так или иначе, вот этот вариант был бы интересней. А БА5, я думаю, что плоховато. То есть побили на Е3. Есть, конечно, вот этот вот вариант, вроде бы вот симпатичный. Я думал сначала, что эффективный. Надо ЕД2. Хотя тоже, кстати, ну, может, ну, вроде обязательный ход. Да, у меня там мысль просто была. Но вот на ЕД2 все просто банальные вот эти позиции. Сталкиваются с банальными позициями и непонятно, что делать. То есть потом занимают все центральные поля, а на этот ход
Вот эти все просто окружают и так далее. То есть АБ2, ЦД6, вот. Ой, ЦБ6, я извиняюсь. БЦ и ну, даже, наверное, можно. Так, у меня сначала мысль такая была. Давайте посмотрим вот эту мысль. Сейчас тут спонтанно. Так. Нет, вот это вот как раз что может. Ну, хотел я отжертвовать, но там ничего нету. То есть нету в этой позиции. Нету ничего. То есть получается FE и проходим. Но есть же вот эта схема. То есть она стандартная. Да, здесь где-то должны белые отдавать шашки будут. То есть тогда FE3 и так далее. Ну да, вот эту схему играть. В партии было EF2. На D4, GF4 просто с угрозой вот этой вот постановки рожна. Ну, вот так вот в дальнейшем партия была. Ну, дальше не буду даже смотреть. И вторая партия, вот один момент интересный здесь был. Ну вот дошли до этой позиции. Нет, давайте отсюда, наверное. Дошли до этой позиции. FG7. И вот Андрей здесь оригинальную жертву. Провел оригинальную жертву. Позиция, кстати, она ничейная, но вот Сергей пошел HG5, но уже, в принципе, ничего это все не решало. Почему? Потому что в первой партии был проигрыш. Ну, вот видите, тоже полезная оригинальная жертва. HG5, был GH2, ну и здесь дальше запись обрывается. Понятно, что здесь все очень плохо. То есть BC7, FG и CB. Вот такие идеи. Ну, а здесь вот ничья как раз то было в этой позиции BC7, CD, ну и вот эти вот мысли. Ничейная позиция. Ну, вот таким образом дуэль произошла Сергея Садовского с Андреем Валюком. Андрей выиграл, ну и чемпионат продолжается. До новых встреч!